Печальна и трагична судьба забытого танцовщика русских сезонов Феликса Фернандеса Гарсия. Дягилев впервые увидел молодого испанца в квадрофламенко, группе танцовщиков, музыкантов и певцов в 1916 и годом позже пригласил его на спектакль сезонов. Только представьте, вам чуть за 20. Вы танцуете фламенко на площадях и в кафе. И вдруг появляется человек из другого мира. Аристократ, которому покровительствует сам король Испании и обещает сделать вас звездой. Ну, конечно, Феликс был в восторге. Но зачем Дягилеву понадобился танцовщик без классической базы? Чтобы артисты труппы и главным образом тогдашний фаворит Дягилева Леонид Мясин освоили основы испанского стиля для новых постановок, кто-то должен был их обучать. Талантливый Феликс казался идеальным кандидатом. Он делился с русскими артистами всеми секретами мастерства, только вот сам на сцену почти не выходил. Его пытались вводить в характерные партии, например, в Тарантеллу в «Волшебной лавке», но свободолюбивый испанец никак не мог вписаться в заданные балетмейстером рамки. Стремясь понять балетную музыку, Феликс начинает постоянно носить с собой метроном. Он ходит по городу и даже ест под его ритм. Кризис наступил в Лондоне. Узнав, что Фаруку, его коронный танец в новом балете «Треуголка» будет исполнять Мясин, а имени самого Феликса даже нет в афише, испанец теряет всякую связь с реальностью. В приступе безумия он бежит в церковь на Трафальгарской площади и танцует дикий танец прямо перед алтарем. Оттуда его увезут в дом умалишенных, где Феликс пробудет до своей смерти в 1941 году. Родственников у артиста не было, коллеги быстро о нем забыли. Не осталось даже фотографий танцовщика. Точнее, есть одна, на которой предположительно запечатлен Феликс, но эту догадку подтвердить, к сожалению, некому. Эту и другие истории балетного безумия рассказываю в большом видео на канале Неприма.